Вам не по себе, что я к вам сегодня сижу боком? Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Так что, вам не по себе, когда я говорю с вами, моя голова повернута в эту сторону? А вы когда-нибудь задумывались, как это выйти из себя или уйти в себя? Сегодня этот стул будет символизировать это самое себя, которое мы будем исследовать. Вспомните, пожалуйста, моменты, когда вы выходили из себя. И те, кто ведут конспекты, запишите. Я выходила из себя когда? То есть мы говорим выйти из себя, когда, например, мы переполнены злостью. Такое впечатление, что я сидела в себе, в каких-то своих берегах, в каких-то границах, и вдруг вышла из себя. И человек, с которым я общаюсь, он будет ощущать этот выход мой из меня как наполнение мною всего пространства. Точно так же я могу быть в себе, но выйти из себя, потому что мне радостно, мне весело, и я тоже буду заполнять собой все пространство. Я могу выйти из себя, и когда я в каком-то горе, но выход из себя, он всегда предполагает трансляцию эмоций, избыточную вовне. То есть я собою выталкиваю всех из пространства и заполняю его только собой. Это пространство мое, я его монополизирую. Выйти из себя мы разобрали, а теперь попробуем понять, что такое уйти в себя. Я тоже думаю, что вы вспомните моменты, когда вы были в каких-то компаниях, например, и вам было не очень интересно то, что там происходит. И вы в такие моменты уходили в себя. Вы уходили в себя, и вместо вас оставалось пустое место. Так люди и говорят. Какое-то пустое место вместо тебя осталось. Оно так и будет ощущаться теми людьми, с которыми мы в контакте. Вот эта потеря контакта, как исчезновение нас. Мы ушли в себя. Ушел в себя и повесил табличку «Не беспокоиться». И этот уход из себя, он тоже связан с какими-то причинами. То есть получается, что это самое в себе, которое мы с вами ищем и разбираем. Давайте мы будем символически это воспринимать, как мое сидение на этом стуле. Я сейчас в себе. То есть получается, что в моем в себе, вот в этом пространстве, должно что-то такое произойти, что я из этого пространства решила выйти или вперед во внешний мир, или назад во внутренний мир. То есть пространство в себе почему-то становится мне невыносимым, неуютным. И когда мы говорим про пространство в себе, мы говорим про контакт с внешним миром. Я думаю, что вы все найдете у себя вот это ощущение, когда мы уходим в себя, мы уходим из этой реальности и как будто теряем с ней контакт. Мы перемещаемся в какие-то свои внутренние миры, внутренние переживания или воспоминания. И те люди, которые привыкли быть в себе, большей частью быть в себе, они будут в жизни сталкиваться с такими моментами, как, например, их не замечают. Когда, например, группа людей и говорят, к каждому обращаясь, вот скажите вы что-то, вы скажите, и потом говорят, все уже высказались. И вы понимаете, что про вас забыли.
И вот эта невозможность пеленговать, она напрямую зависит от того, насколько человек спрятался внутри себя, насколько он в контакте с реальностью или насколько он не в контакте с реальностью. И многие люди даже обижаются, когда про них забывают, про них не вспоминают. Но при этом они бессознательно выбрали эту опцию быть незаметными, быть спрятанными. Многие люди, которые говорят про проявленность, они не понимают, что проявленность – это как раз-таки выход из себя. Мы с вами разбирали выход из себя как в какой-то ажиотации, в каком-то аффекте, выход из себя. Но выход из себя каждый раз происходит, когда мы что-то говорим. Вот, например, Ольге Демчук надо было выйти из себя и прийти к вам. То есть я вышла из своего внутреннего мира и пришла в ваш мир через экраны телефонов или компьютеров. То есть я по какой-то причине, пусть это будет X, не побоялась это сделать. И когда люди говорят, я боюсь проявлять себя, они как раз таки говорят о том, что тот я, который проявится вовне, то есть когда я выйду из себя, я боюсь, что тот, который выйдет, будет или отвергнут внешним миром, или мне он самой не понравится, этот образ, который из меня выйдет. И многие люди, они вообще не понимают, что из них выйдет сейчас. То есть когда нет контакта с собой, нет понимания, кто именно сейчас сидит на этом стуле, и когда он захочет проявить себя, как он будет выглядеть со стороны. То есть вот это себя иногда вообще не пеленгуется. То есть человек сам не понимает, что с ним происходит. И когда мы говорим про себя, мы говорим про «я» в реальности, «я» реальная. Какая я сейчас реальная? Какая я сейчас реальная? Какая реальная Ольга Демчук, которая сейчас вам это все говорит? Немного напряженная, потому что я перед камерой, но напряжение, несомненно, меньше, чем было в начале, когда я только 6 лет назад начала сниматься в роликах для YouTube-канала. Я несколько напряженная, потому что я говорю из головы, и мне надо следить за мыслью. И когда я помню, про что я говорила и про что я хочу сказать, я иду как будто по дороге, и несмотря на то, что я вышла из себя, говоря вам, я осталась в контакте с собой. То есть выйти из себя, но сохранить контакт с реальным «я», это значит сохранить контакт с реальностью, с внешней реальностью тоже. То есть моя проявленность вовне, моя явленность, мое творчество, оно, с одной стороны, мой выход из себя, с другой стороны, удержание контакта с собой. И когда я удерживаю контакт с собой, тогда я удерживаю контакты с реальностью и с внешней реальностью. И тогда я не тот воздушный шарик, который мечется, который, получив разрешение на проявленность, начинает себя изливать во мне. Тогда появляется стройность мысли. То есть мы говорим с вами о контакте с собой, о проявленности себя. И в этой проявленности себя я могу собой управлять только если я оставляю контакт с собой. Многие люди этот контакт с собой не то чтобы утратили, не приобрели, скажем так, потому что фактически мне надо принять то, какая я есть на самом деле. И зачастую мы сбегаем из себя именно тогда, когда те эмоции, которые мы испытываем, они как отравляющее наше внутреннее пространство.
Вот, например, я могу выйти из себя, когда я буду ощущать, что я не права. Я буду терять этот контакт с собой, потому что мне становится на этом стуле неуютно, как будто этот стул кто-то раскачивает. И я эту качку не могу выдержать. Вот точно так же мы не можем выдерживать наши эмоции, поэтому мы сбегаем из себя. Когда человек наполняется какими-то эмоциями, которые в его списке считаются неправильными и плохими, он может сбежать из себя. Он покидает то место, где ему некомфортно, неуютно. А что же происходит внутри меня? Мы с вами разобрали проявленность, разобрали, что мне для того, чтобы быть проявленной, надо выходить из себя, но не терять контакт с собой, со своим телом, с собой реальной. А что происходит внутри? Вот этот барьер с другим человеком, видите, я общаюсь уже не напрямую со стула, а как будто через барьер, через спинку. Этот барьер мы выстраиваем для того, чтобы отдалиться от объекта. То есть, когда внешнее нам не интересно или скучно, мы тогда убегаем внутрь себя. И многие люди привыкли жить внутри себя, и внутри себя они живут гораздо больше по времени, чем снаружи. То есть человек, который не проявлен, живет более бурную жизнь, насыщенную, наполненную, эмоциональную, интересную, чем человек, который проявлен вовне. Если мы с вами сняли бы фильм про внутренний мир, про то, что у человека внутри, а потом бы сняли, как человек проявлен вовне, мы бы увидели, что тот фильм достаточно банален, а в этом фильме происходит многое всего. То есть мы с вами говорим про бессознательное пространство, которое человек создал для себя. То есть в этом мире я обусловлена, я вынуждена себя вести каким-то образом, а здесь уже мой мир, он принадлежит только мне. И я ушла в себя. И чем больше требований у человека безусловного принятия, тем больше он будет внутри себя, потому что он будет не выдерживать этот не безусловно принимающий мир. Итак, давайте представим, что там, снаружи, в этом ужасном внешнем мире произошло что-то, и я сбежала внутрь себя. Но проблема в том, что внутри себя, если я не фантазирую, то есть внутри себя я могу быть полностью развернута спиной к тому, что происходит там. Я полностью отреклась и от внешнего мира, и полностью отреклась и от себя реальной. И здесь я фантазирую, здесь я могу не замечать, какая я реальная, я могу ее не учитывать, я могу быть кем угодно. И многие люди сбегают фантазии именно поэтому. Потому что те они реальные, которые приходят в реальность, общаются с другими, им не нравится, а вот эти выдуманная личность, она мне приятна. И все было бы неплохо, но здесь я тоже не могу быть, я могу погрузиться внутрь себя для осмысления чего-то, могу для фантазий, но как только я пытаюсь обнаруживать себя внутри, в моем внутреннем мире, то чаще всего здесь разыгрывается два варианта. В этом внутреннем мире властвует наше идеальное «я». Во внутреннем мире всегда есть некая лучшая версия нас, которые гораздо талантливее, гораздо умнее. И именно из-за того, что здесь царство идеального «я», человек может воспринимать эту реальность как скучную, как не позволяющую ему жить так, как он хочется. И идеальное «я», оно всегда относится с некоторым презрением и обесцениванием к внешней реальности. То есть получается, чем больше времени я провожу у себя внутри, в этом придуманном мире, нереальном, тем может более скучной и более враждебной быть внешняя реальность. Я думаю, что многие из вас когда-нибудь в жизни проводили много времени дома, например, болели, и потом, когда ты выходишь во внешний мир, ты чувствуешь особенно остро эту чужеродность. Во внутреннем мире у нас происходит тоже жизнь.
Во внутреннем мире мы можем с вами изобразить реальное «я» как ничтожное «я». Мы с вами говорили, что внутренний мир — это царство идеального «я», в котором оно властвует, и у этого идеального «я» реальное будет обесценено. И получается, что чем более оторвано от реальности представление о том, каким я могу быть, как я могу быть проявлен, тем более ничтожным будет видеться наше реальное «я». То есть к нему будет соответствующее отношение, отчитывающее и презрительное. И вот этот вот внутренний контакт между идеальным «я» и реальным «я», он будет постоянно переноситься во внешний мир. То есть, когда человек вступает в контакт с внешней реальностью, он по отношению к ней будет находиться в точно такой же дихотомии, как он находится внутри себя. И это очень хорошо видно, потому как люди разговаривают. Вот человек, который, если ему что-то сказать, ну, например, давайте представим, я говорю, мне кто-то говорит, мне не нравится то, что вы сейчас говорите. И когда человек это говорит, я буду ощущать определенное эмоциональное напряжение, я буду ощущать непринятие меня внешним миром, безусловно, то есть я ему не понравилась. И в этот момент я буду наполняться эмоциями, в которых мне внутри некомфортно. И когда я наполняюсь этими некомфортными эмоциями, этот мой стул подо мной начинает шататься, я могу выйти из себя и уйти внутрь. И во внутреннем диалоге я начну с этим человеком как бы говорить. Вот он сказал, что ему не нравится то, что я говорю. И этого человека я начну или же садить вниз, как ничтожного, как он посмел мне это сказать, или же буду его ставить на место идеального «я». То есть мне не нравится то, что вы говорите. И этот высокомерный тон у человека, его могло вовсе не быть. Но так как я, затащив внутрь себя, начинаю обрабатывать контакт вот в этом диалоге, то этот тон я как будто додумываю. Он мне мерещится, я его слышу в голове и дополнительно начинаю пришивать к тем словам, которые говорил человек. И если я себя посажу вниз, как реальное «я», а его поставлю на место идеального «я», то он будет отчитывающий, нападающий. И тогда, когда я войду в контакт с ним, с этим человеком, который мне сказал, мне не нравится то, что вы говорите, я начну оправдываться. Я начну говорить, ну, извините, может, я что-то не так сказала, ну, я тоже ошибаюсь. Вот этот оправдательный тон я перенесу из этого внутреннего диалога, который у меня был в этом внутреннем мире. То есть, когда я ушла в себя. Или же в этом внутреннем диалоге я могу напротив посадить его на маленький стульчик. И тогда я буду нависающей. И тогда этому реальному человеку я скажу, мало ли что вам не нравится. Или начну с ним говорить, сходить, ой, а что вам не нравится? И именно поэтому мы так заводимся, когда с нами так начинают разговаривать. То есть если внутри у нас есть этот диалог сверху, когда мы к реальному себе относимся сверху, то мы тогда такое поведение по отношению к нам для нас будет очень ранящим, потому что мы будем автоматически садиться на низкий стульчик, и мы будем себя считать, если мы согласимся сесть униженными, мы будем считать себя лебезящими, присмыкающимися, подстраивающимися. А если человек к нам в контакт заходит
из низкой позиции, как реальное я, как ничтожное, то нам достаточно сложно удержаться и не начать его поучать, давать советы, доминировать, отчитывать, указывать на ошибки и так далее. То есть, видите, по таким, по поведению другого человека мы можем понять, что произошло в его внутреннем мире, когда он ушел в себя. И мы можем понять, почему у нас вызывает такую эмоциональную реакцию такая манера говорения с нами. И вот этот момент соглашаться или не соглашаться, быть реальным я, который отчитывает, человек принимает его внутри сам. Но если он сам понимает эти механизмы. Итак, дамы и господа, выйти из себя, то есть выход из себя частично нужен, потому что я не буду проявленной. И этот выход из себя должен быть в контакте с собой, иначе, выйдя из себя, рискую накуролесить что-то, что будет выпадать из контекста. Я буду неадекватной. То есть человек, который вышел из себя далеко и потерял контакт с собой, он в аффекте. Но небольшой выход из себя нужен. Точно так же и уход внутрь себя. Уход внутрь себя нужен для того, чтобы создать большее пространство, когда мне надо что-то обдумать. Но уход в себя может быть, и чаще всего, как я вижу по клиентам, становится вот этим вот внутренним диалогом, и человек, поговорив с собой внутри себя, выходит и начинает себя вести как один из персонажей этого диалога. Пишите в комментариях дополнение. Давайте с вами поиграем в слова про уйти в себя, выйти из себя, прийти в себя. Какие у вас еще есть крылатые выражения про вот это вот себя? И попробуйте ответить, в какие моменты вы бросаете себя и выходите из себя. И попробуйте писать: я выхожу из себя наружу тогда-то, и я ухожу внутрь себя тогда-то. И то выход из себя. И напоминаю, что уже завтра мы начинаем школу отношений. Как раз-таки первая лекция про проявленность, реализованность. Как быть таким проявленным, чтобы люди хотели покупать платные твои продукты. Вот об этом будет первая лекция. Ставьте лайки, если понравилось. Я с вами прощаюсь. До встречи.